Привет, армия. Посреди суеты международного мира развлечений Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, вновь продемонстрировал свою искренность. Несмотря на занятость сольным промоушеном за рубежом, Тэ-хён все же нашел время для небольшого, но важного дела. Отправил особое видеообращение своему другу, актеру Пак Богому. Этот момент был показан в финальном выпуске развлекательного шоу «Кабул», программы, которую ведет Пак Богом и которая играет ключевую роль в его карьере последние несколько лет. В видео, показанном в конце шоу, Тэ-хён поприветствовал зрителей нежным голосом, который сразу же тронул их сердце. «Анэяэнгасийо, это Тэ-хён из BTS», — сказал он. «Я слышал, что сегодня последний выпуск «Кабула» с Богом Хёном, поэтому я хотел передать это сообщение». С теплым выражением лица Тэ-хён объяснил, почему он появился на видео, несмотря на то, что не смог присутствовать лично. Его голос был ясным, но полным эмоций. Затем Тэ-хён поделился короткой, трогательной историей. Он сказал, что Богом прислал ему сообщение с дружелюбным вопросом: «Тэ-хён, когда ты придешь на мое шоу?» На первый взгляд, вопрос казался простым, но тон и выражение лица Тэ-хёна выдавали близость и теплоту их отношений. К сожалению, из-за работы в США Тэ-хён не смог лично присутствовать на финальном выпуске шоу «Кабул». Однако тоска по другу не помешала ему искренне присутствовать, но другим способом. «Возможно, я не смогу быть там физически, но я всегда поддерживаю тебя, Хён», — сказал Тэ-хён, и его голос начал дрожать. «Издалека я вижу, как усердно ты работаешь и скольких людей вдохновляешь». Он добавил, что, хотя путь Пак Богома не всегда был легким, он всегда встречает его с улыбкой и искренностью. «Вот почему я горжусь тем, что я твой друг», — сказал он с легкой улыбкой, словно сдерживая слезы. Поклонники, ставшие свидетелями этого момента, тут же заполонили социальные сети трогательными комментариями. Они прекрасно знали, что дружба Тэ-хёна и Пак Богома длится уже много лет и всегда была такой естественной и любящей. С тех пор их часто видели вместе, во время отдыха на Чеджудо, на концертах и на модных показах за рубежом. Не только перед камерой, но и в личной жизни, демонстрируя, что их дружба – это больше, чем просто сотрудничество знаменитостей. Тэ-хён искренне вспоминал эти моменты. «С нашей первой встречи ты всегда был умиротворяющим, страстным и добрым человеком. Ты всегда был рядом, когда я нуждался в тебе, выслушивал и давал мне хорошие советы». Он также выразил гордость за то, что Богом завершил важную главу своей жизни с Кабул. «Видеть, как ты заканчиваешь это, меня переполняет волнение. Я знаю, что ты отдал все этой программе, и тебе удалось тронуть сердце многих людей», — сказал Тэ-хён дрожащим голосом. Не желая, чтобы атмосфера становилась слишком мрачной, Тэ-хён пошутил: «Если мы когда-нибудь встретимся, не забудь угостить меня ужином. Хён становится все более успешным, так что я заслуживаю хорошего ужина». За этой шуткой последовал его фирменный мягкий, теплый смех. Однако игривый момент продлился недолго. Тэ-хён вернулся к более серьезному тону. Он выразил уверенность, что конец Кабул – это еще не конец, это начало чего-то большего. «Я уверен, что тебя ждет много потрясающих проектов в будущем». Он также выразил благодарность всей съемочной группе «Кабул». «Спасибо за такую заботу о Богом Хёне, вы создали теплую и вдохновляющую атмосферу». В конце своего сообщения Тэ-хён произнес поистине трогательную фразу: «Хён, спасибо тебе за то, что остаешься верным себе, никогда не меняешься, ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце». С понимающей улыбкой Тэ-хён добавил маленькую, но пока не исполненную мечту: «Однажды, когда придет время, давай выступим вместе, ты будешь играть на пианино, я буду петь, давай воплотим эту мечту в реальность». После окончания видео камера сфокусировалась на Пак Богоме, который опустил голову, явно сдерживая эмоции. Когда он поднял взгляд, его глаза были полны слез, но он улыбнулся. Дрожащим голосом он сказал: «Тэ-хён, спасибо, я знаю, что ты занят, но ты все равно нашел время прислать это видео, оно очень много значит». Этот момент стал кульминацией финального эпизода Кабула. В нем не участвовала главная звезда, но искренность, исходящая из видео, была настолько реальной и трогательной. Поклонники оценили силу связи между этими двумя мужчинами. Несмотря на гламурный мир, в котором они живут, они поддерживают очень человечную связь, основанную на взаимном доверии, понимании и присутствии, которое не всегда физическое, но всегда реальное.
Некоторые поклонники даже вспоминают теплые моменты, например, как Тэхён тайно присутствовал на премьере фильма «Богома», сидя на заднем сиденье, не желая привлекать к себе внимание, просто чтобы поддержать друга. Тэхён и Богом – редкий пример двух выдающихся личностей, которым удалось сохранить простоту и искренность в отношениях. Никакой драмы, никакой чрезмерной публичности, только настоящая и искренняя дружба. Видеообращение Тэхёна олицетворяет силу маленького жеста. Всего лишь короткой записью он смог тронуть тысячи сердец и напомнить им, что настоящая любовь и поддержка не требуют больших жестов. Хотя шоу в Кабуле закончилось, этот момент ознаменовал начало новой главы, как для Пак Богома, так и для Тэхёна. Многие фанаты начали гадать, появятся ли они вместе в будущих совместных проектах, будь то развлекательное шоу, реклама или даже музыкальный фильм. Корейские СМИ также уделили этому трогательному моменту немало внимания. Заголовки вроде «Настоящая дружба», «Послание Ви из BTS Пак Богому трогает зрителей до слез» пестрели на развлекательных новостных порталах. Платформа X пестрела хэштегами «Таянг фар Богам» и «Кабул финал». После просмотра послания многие фанаты вдохновились и обратились к своим друзьям. Некоторые переписали любовные послания друзьям детства, другие просто обратились к старым друзьям. Все были вдохновлены искренностью этих двух друзей. Для Тэхёна это видео было не просто посланием, это дань уважения тому, кто был рядом в решающие моменты, тому, кто был рядом не только в счастливые, но и в трудные времена. И теперь, несмотря на то, что серия «Кабул» закончилась, дружба Тэхёна и Пак Богама продолжает жить. Нет прощания, только новая глава, написанная воспоминаниями, сотрудничеством и еще больше любовью. В этом стремительном и конкурентном мире присутствие этих двух людей служит прекрасным напоминанием о том, что искренность никогда не угасает, что любовь между друзьями может быть настоящей силой. Даже за ослепительным светом сценических прожекторов. И как говорит Тэхён в конце своего видео, до новой встречи, простая фраза, которая ощущается как теплое объятие в порой холодном мире. Вот как работает любовь в дружбе, невидимая, но всегда ощущаемая. И когда камера медленно отошла от лица Пак Богома, все еще не отрывая взгляда от экрана сообщением, в студии внезапно воцарилась тишина. Даже закадровая съемочная группа поклонилась, впитывая только что услышанные слова. Этот момент принадлежал не только этим двум друзьям, он принадлежал каждому, кто когда-либо чувствовал значение чьего-то присутствия в своей жизни, пусть даже только через голос и воспоминания. Многие зрители, посмотревшие трансляцию, говорили, что плакали не от грусти, а от тепла, которое редко можно увидеть на экране так искренне. В индустрии, часто затуманенной имиджем, Тэхён и Пак Богом продемонстрировали нечто настолько простое, но в то же время необыкновенное – искренность платонической любви, которую они не стыдились выражать.